Valentin, I know it was kind of a weird year for you last year, right? The title loss and then the no contest. I guess, how would you sum up the last year of competition? Прошлый год немножко странный был, там титул потерял, потом был бой Как я себя чувствую, короче. Ну, микрофон, в принципе, на русском можно тебе говорить? Да, говори. Ну, говори, они все равно записывают. Ну, да, как-то год у меня прошел так тяжело, непонятно. Ну, надеюсь, сейчас все стабилизируется, выиграю бой, и дальше все пойдет как надо. He said, yeah, last year was a little weird, but, you know, hopefully this time I'll win the fight and everything will stabilize and everything will be back to normal. Let's say back to action, come to you with the rematch. You won the first time around. I guess when you heard that there was going to be a rematch, were you excited for it, or did you think it was unnecessary because you had won last time? How did you feel about the matchup? Этот бой матч-реванш, вы уже бились один раз, ты его уже побил. Когда тебе сказали по поводу боя, ты как бы обрадовался и думал, зачем биться, я уже его побил. То есть как ты относишься к сопернику? Нормально к нему отношусь, поскольку он после меня выиграл 4 боя, то это логично, что я первый номер рейтинга, он второй, соответственно, логично, что мы деремся в претендентском бою за звание, кто будет драться за пояс, поэтому логично. Если бы он проигрывал, да, и мне его поставили, были бы вопросы. А так, конечно, он выиграл 4 боя, поэтому логично, что мы снова с ним подеремся. He said, no, it made sense. I mean, you know, since I beat him, he won 4 in a row. And, you know, he's number 2, I'm number 1. So it makes sense, actually, that we fight each other for the number 1 contender. So, because, you know, if he was on a losing streak or whatever, I probably would have had some questions, but it makes sense. In preparing for the fight, do you go back and watch tape of the fight 4 years ago? Is that footage valuable, or do you feel like, you know, it's totally different and not worth it? Подготовки боя ты смотрел первый ваш бой, или ты думаешь, что 4 года прошло, уже он другой боец, то есть нет смысла смотреть? Наш первый бой я не смотрел, я смотрел 2 последних боя его с Форчуном и Тимоти Джонсоном. Ну, с Тимоти Джонсоном почему-то нет полного боя, не смог найти, а с Форчуном посмотрел, потому как 4 года назад он только перешел в тяжелый вес, поэтому нужно было посмотреть последнее его выступление, какой он сейчас, более-менее понять, какой он сейчас. Поэтому нет, наш бой я не пересматривал. No, I didn't watch our first fight. I mean, that was 4 years ago. You know, he just became a heavyweight, so I think he was still kind of getting acclimated to the weight class. But I did watch the Timothy Johnson fight and the Tyrell Fortune fight because now I could see how he moves as a heavyweight now that he's used to it. So. That's interesting. That's why I wanted to ask you. He was just becoming a heavyweight the first time you fought. So I guess what are you expecting different from him this time around? Is it more strength? Is it more cardio? I mean, like, what do you expect from him this time now that he's had 4 years to adjust? Как ты сказал, он тогда только перешел в тяжелый вес, поэтому еще акклиматизировался, а сейчас он уже как бы 4 года в тяжелом весе. Что ты от него ждешь? Что он будет быстрее, то есть сильнее будет или более выносливый? Что ты ожидаешь? Ну, думаю, да, наверное, основной аспект, который он должен был подтянуть, это выносливость, потому что в том бою он окис, устал, поэтому я думаю, основное, что он улучшил за это время, это выносливость. В плане скорости я смотрел, ну, он такой же вязкий, неудобный соперник, ну, чтобы у него скорость повысилась, я не увидел. Но он сильный, вязкий боец, и если у него выносливость на уровне, то, конечно, это хороший соперник. Ну, посмотрим послезавтра. Yeah, he said probably I'm expecting him to have a little more stamina, be a little more well-rounded in the heavyweight. Around first fight, that was one of the things he started to get tired. Now it seems like he's kind of gotten used to the weight and his stamina is up. I don't think his speed got any better. He was never really kind of much of a speed guy, but he is very crafty and very kind of like clingy and you know, likes to tie you up. So, you know, if he's able to impose his game, it could be dangerous, but I don't expect him to be faster, but stronger, yes, and have more cardio. Last thing for me, I mean, you did just have a title shot, but as you mentioned, this is number 1 versus number 2. So, I mean, you win here. Are you expecting a title shot next? Как ты сказал, это номер 1 против номер 2. Если ты выиграешь, ты ожидаешь титульный бой. В принципе, так мы работали. Ну, я думаю, других вариантов и не может быть. Это логично. Если первый номер дерется со вторым номером, то победитель должен драться за титул в следующем бою. You say, yeah, I mean, that's the only thing that makes sense, right? If number 1 fights number 2, there's nowhere to go but the title.
It is for the title. If he wins, yeah, if he wins, he's going to fight for a title. The winner of this fight will fight for a title. That's not real. This one. Yeah. There you go. So I just got one quick one. Your mentor Fedor's last fight was a couple weeks ago. Any inspiration or motivation you draw from that heading into this one? Ты тренируешься с Федором на команде Федор, у него бой был пару недель назад. Ты что-то с этого боя получил, как бы как вдохновление или силу какую-то? Ну, я просто смотрел этот бой, переживал сильно за старшего товарища, чтобы что-то получил с этого боя. Наверное, нет, просто переживание я получил очень сильное. И до утра не спал. В России же это была ночь, когда бой шел. Я как бы расстроился, конечно, что Федор проиграл, но рад, что вот такая красивая карьера у него была, и вот она подошла к логичному завершению. Все бойцы той еще эпохи вышли его поздравить. Поэтому, ну, в целом, несмотря на поражение, я думаю, красивое завершение карьеры. He said, I didn't draw anything from the fight other than I was worried for him and watched the fight and obviously wasn't happy with the result. But at the same time, I was excited that Fedor had a very illustrious career and he was able to come to a logical conclusion. And the way he did, it was kind of special. There was a lot of the older fighters from his Pride days that came out. So all in all, results aside, it was a good night for him.